Привет всем! Сегодня мы с котиком Вилли расскажем вам про зимних лебедей и уток. Котик дремлет, вспоминает лето, он сейчас на зимней квартире. А летом все было совсем по-другому. Вот такая лужайка, на лужайке мы оставляем клевер. И нашим белякам, белым друзьям, есть чем перекусывать. Значит, летом у них, с одной стороны, в самом озере полно там моллюски, водоросли, они едят, а на берегу они щиплют травку. То есть летом в наших краях, это Австрия, Каринтия, озеро Осях, пищи для лебедей более чем достаточно, как и для уток, других водоплавающих. У них есть заповедник на восточной оконечности озера, и они приходят, вымогают хлеб, который для них деликатес и лакомство. И летом совсем по чуть-чуть они его от нас получают. Но зимой условия совсем другие. Вот смотрите, это у нас утки. И это утки не местные. Вот видно, какое отличие между селезнем и уткой. Природа сделала так, что селезни вот такие красивые, с такими головками цветными, такой раскраски пестрой. А утки все одинаковые, серенькие. А вот это видно, что не наши, потому что у них грудка немножко такая темно-коричневая с отливом. Это перелетная. А часть из них на нашем озере находит конечный пункт назначения своего перелета. Озеро замерзает раз в несколько лет и ненадолго, а чаще всего просто не замерзает. Пищи даже в зимний период обычно им хватает. Поэтому некоторые просто прилетают зимовать сюда. Но если случается холодная зима и если там озеро замерзает, то они летят дальше, в 30 километрах Италия, там порядка 30-40 километров горный массив, который надо перелететь, и за ним уже не замерзающие озера и водоемы. Летом у нас тоже постоянно утки, но их количество, конечно, совсем не такое. Посреди озера видно темное такое пятно, это стая уток. Вообще они по осени совершают набеги на поля, но уже собирают то, что осталось. А вот это у нас зимняя картина. Вот смотрите, траву засыпало. Один там пощипал под лодкой немножко, но у них зимой наступают трудные времена, у лебедей. Если озеро не замерзло, они справляются за счет водорослей моллюсков. Но у них выпадает из рациона такая важная часть, как трава. А трава – это больше половины того, что они поедают за день. И вот, видите, они идут на шествие. Тут есть двое взрослых и двое совсем уже больших птенцов. Ходить им вверх, у нас вот дом расположен на некотором таком бугре. И им вверх подниматься не очень полезно, у них лапы не предназначены для этого, поэтому мы, увидев их, хватаем угощение и выходим, стараясь их перехватить. Вот они шлепают по направлению к воде. Хлеб, как продукт, птицам абсолютно не вреден. Не верьте в эти сказки. Если хлеб свежий, мелко нарезан и дается в воде, он не вреден. Хлеб не должен быть основным продуктом питания, потому что он не содержит достаточного количества полезных вещей. Вот Общество защиты животных Великобритании, королевское, оно сказало, что хлеб не полезен, потому что он не содержит таких полезных ценных веществ, но он не вреден. Я ссылки многократно давал, я потом ссылки еще раз дам, если кому-то это будет интересно. А зимой им надо хлеба давать немножко побольше. Или же, если озеро совсем замерзает, мы их начинаем подкармливать кашей, овсянкой. Но это мы увидим чуть попозже. А пока, видите, склоны гор покрылись снегом. Там на этих горах наверху курорт Герлицен горнолыжный. Там сейчас 1,30 м снега. И вот опять лето. Вот смотрите, летом у них птенцы лежат, щиплют, взрослые щиплют. Вот эти газонокосилки, они вот нон-стоп. Вот они приходят, часа 3 проводят на участке и все время щиплют. В общем-то, вполне довольны. А мы специально вот с этой стороны от дорожки не убираем, не косим траву, оставляем им вот этот клевер, вот с этими белыми цветочками. И им он очень нравится. Они пытались у нас, молодые птенцы, попробовать и огурцы, и помидоры на вкус, но им не понравилось, к счастью.
Вот видите, утки, когда видят какое-то шевеление, стая начинает собираться, разные стаи, то есть на озере сейчас вот этих перелетных несколько разных стай. Общее количество доходит, я как-то на поле считал, там около 100 сидело на поле, где раньше летом была посеяна пшеница, и вот они там по полю ходили, собирали зерна. А здесь на озере, сейчас несколько тысяч уток наверняка. Вот видите, все новые подлетают, то есть у них такой абсолютно стадный инстинкт, когда видят, что где-то происходит шевеление, все направляются туда, у них возникают склоки, драки, за ними наблюдать, кстати, очень интересно. Лебеди, они поумнее уток, но вот многие оставляют посты, у нас про лебедей у меня на канале несколько, уже десятков видео, оставляют, вот, лебеди, это такая страшная птица, они все живое вокруг себя там истребляют, прогоняют, и всех водоплавающих с озера прогоняют. Абсолютно нет, вот смотрите, это вот целое лето у нас так, утки у них, извиняюсь, изо рта забирают хлеб. Утки их абсолютно не боятся. Мы наблюдали, как один лебедь попытался там на утку с утятами что-то ее отогнать. Извиняюсь, они ему вдвоем утки накатили хорошенько. Поэтому про лебедей есть некоторые предрассудки. Вот одно из них кормление хлебом, другое вот то, что лебеди такие страшные птицы, которые всех там... не знаю, в нашем случае, вот мы на озере уже несколько лет наблюдаем этих прекрасных птиц, ничего такого, ничего подобного нет. И все у них устроено, в общем-то, достаточно разумно и в некоторой степени справедливо. Справедливее, чем это устроено у людей. Вот смотрите, здесь у них просто вода кипит, кишит. Лебеди, в принципе, они рыбой, так, лягушки, рыбы, они не питаются. Лебеди, они травоядные. И максимум, что они себе позволяют, это некоторые моллюски мелкие, которых они собирают на водорослях. А так они чисто травоядная такая птица. Вот эти лебеди, которые молодые, они отличаются от взрослых только некоторыми пятнами на оперении, и цвет клюва еще другой. Но они уже летают, они уже абсолютно самостоятельные. То есть в этом возрасте, в принципе, их уже отпускают, но эти держатся вместе. Хотя лебеди вот молодые, они уже вполне могут сами прожить. Вот видите, вот мы смотрим, это южный берег озера, а мы смотрим на северный. Вот там деревья покрыты инеем. Погода зимняя на оси Ахерзей, тут на юге Австрии, бывает мороз, около недели может стоять там 10-15 ночью. Потом может быть оттепель до плюс 5, плюс 7. А так, в принципе, всю зиму стоит температура, днем плюсовая, ночью может быть небольшой минус. Озеро замерзает редко. Вот видите, это еще птенцы, здесь это другое семейство, этим птенцам здесь это лето, им месяца 3, наверное. Вот мы их наблюдали, они пришли совсем маленькими, такими пушистыми комочками, на канале есть видео, скоро будет 1 миллион просмотров у этого видео. Мы наблюдали за их ростом, сопереживали им. На озере постоянно, вот каждое лето выводится, несколько семей выводят птенцов. То есть тут популяция, в общем-то, с этого озера забирают некоторых птиц, когда перенаселение наступает, забирают на другие озера. Здесь есть заповедник от водоплавающих птиц, и там регулируют численность. А вот сейчас мы посмотрим с вами, вот эта зима. Фотографии, я тогда видео, к сожалению, не снимал. Озеро замерзло, на берегу снег, и лебеди остались без пищи. То есть они в данном случае уже без помощи человека, им трудно. И мы им выносили, мы им делали кашу, овсяную кашу в ведре с водой и хлеб в ведре с водой. И они так вот, это продолжалось около 2 недель, потом в озере появились такие проталины, и снег с берега стаял, сошел, появилась трава. То есть у них около 2 недель было тяжелое время, люди по берегу подкармливали, заповедники подкармливали, ставили кормушки для них. У них проблема, что они могут есть в воде. То есть они травку щиплют, единственное, сочную, свежую траву щиплют, и едят в воде. Вот, когда озеро замерзло, у них действительно возникают проблемы. А так, мы сейчас, когда бываем на озере, мы зимой, в эту зиму получилось так, что живем в Вене, а на озере каждый раз вот они смотрят, когда мы появляемся, приплывают,
Они в наше отсутствие ни в коем случае не голодают. То есть пока обстановка такая, пока озеро не замерзло, что у них с едой никаких проблем нету. То есть они не худые, не истощенные, не изможденные. Они перелетают на поле. Вот когда снега нет на поле, там, где восточная сторона озера, есть большое поле. И вот они с озера перелетают на это поле, просто там ходят, щиплют траву. Потом перелетают через дорогу, возвращаются обратно. У меня где-то есть видео, где я еду на машине и останавливаюсь, пропуская вот этих как раз лебедей, которые пешком решили перебраться. Но в основном они летают. Есть видео, как мы спасаем лебедей, как раз которые на этом поле едят, и потом взлетают, улетают на озеро. На них, естественно, не охотятся. Здесь нет таких идиотов, которые бы, скажем так, делали им что-то плохое. Здесь люди другие. Вот, поэтому наблюдать за ними доставляет удовольствие. Мы стараемся, чем можем, помочь им. Скорее стараемся не мешать им. Вот это же кормлением хлебом зимой, понятно, летом это минимально. А так, котик Вилли ждет не дождется возвращения опять на дачу, где у него много самых разных дел. А мы тоже ждем, когда, наконец, наступит весна. И где-то в апреле месяце мы опять возвращаемся на озеро. И посмотрим, что там нового будет у лебедей и уток. На этом все. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, кликните котика, включите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. И успехов вам!